Less Than a Lover Дженни связывают с Тэхёном, новый сингл Дженни Less Than a Lover и клип к нему буквально взорвали чарты и соцсети. Трек быстро набрал миллионы прослушиваний, видео собрало десятки миллионов просмотров, а обсуждения не утихают уже несколько недель. Но внимание нетизенов приковано не только к мягкому ло-фай звучанию, винтажным клавишам и летней меланхолии. Фанаты уверены, этот релиз не просто летняя песня о легком романе. Клип и текст будто пропитаны тайными знаками, которые отсылают к отношениям Сви из BTS. Совпадение? Или Дженни наконец заговорила на языке воспоминаний и метафор? Сегодня разберем самые громкие теории, от которых у ARMY и Blink бегут мурашки. Лето, которое решили поставить на паузу. 24 июля 2026 года Дженни выпустила Less Than a Lover, лид-сингл к EP Fallen Angel. Сама она описала трек просто: «Песня, которую я написала, думая о лете». Официально это история о сезонном, без обязательств чувстве, чуть меньше, чем любовник, больше, чем друг, но без тяжелых ярлыков и давления. Клип, который Дженни сама придумала и срежиссировала, выглядит как короткий фильм. Европейские улицы, вилла на скале в Испании, силуэты пары по дорожным тоннелям, машина, поле, вода, почти поцелуй и титр «To be continued». И именно эта комбинация, лето, которое я выбрала поставить на паузу, европейская эстетика, ощущение чего-то недосказанного, мгновенно вызвала волну теорий. Фанаты начали сравнивать кадры с визуалом сольного альбома Тэхёна Layover, накладывать тексты, искать детали в украшениях, цветах, ракурсах. ARMY и Blink, которые обычно живут в разных информационных пузырях, вдруг оказались на одной странице обсуждений. Кто-то видит в этом чистое совпадение вкусов двух стильных людей. Кто-то — осознанное или подсознательное воспоминание о том самом периоде, когда фотографии из Парижа облетели весь мир и заставили обоих артистов еще сильнее охранять личное пространство. Теории строятся на простом фундаменте. Дженни редко говорит прямо. В кей-поп личная жизнь — территория, которую защищают особенно тщательно. Поэтому язык образов, цветов, атмосферы и недосказанных строк становится единственным способом что-то сказать, не произнося имен. И Less Than a Lover, по мнению многих, говорит очень громко. Локации и эстетика, тень Layover и европейское лето. Многие сразу заметили, что цветовая гамма, свет и некоторые локации в клипе Less Than a Lover странным образом перекликаются с визуальным стилем сольного альбома Тэхёна Layover. Фанаты проводят параллели между кадрами. Те же винтажные, чуть выцветшие фильтры, любовь к классическим или просто другим автомобилям, меланхоличная атмосфера европейских улочек и ощущение, что герои находятся в пространстве, где можно чуть свободнее дышать. В Layover Тэхён создал мир, который напоминает европейское кино другой эпохи. Приглушенный свет, пыльные улицы, длинные пальто, классические машины, дымка, ностальгия, одиночество, которое красиво. Клипы и фотосессии к альбому выглядели как кадры из фильма, который мог бы снять Вон Кар-вай, если бы он любил джаз и тихую корейскую меланхолию. Теперь смотрим на Less Than a Lover. Уже тизеры задали тон. Силуэты пары по дорожным тоннелям в Европейской аллее, Дженни у пикапа с мужчиной. В клипе модель Нах Кай. Бег по открытому полю, рука об руку. Основное видео снято в Испании, на вилле с видом на море, но атмосфера именно европейская, слегка ностальгическая, кинематографичная. Много мягкого света, длинных планов, моментов, когда героиня просто существует в кадре. Не агрессивный поп-клип с быстрыми нарезками, а почти новелла. Особенно часто сравнивают сцены с автомобилями. В Layover Тэхён неоднократно появлялся рядом с классическими машинами, длинными, с хромом, с ощущением другой эпохи. В клипе Дженни тоже есть кадры, где она либо сидит в подобной машине, либо проходит мимо нее, либо машина становится частью фона. Фанаты наложили скриншоты друг на друга и утверждают, что ракурс и освещение почти идентичны. Кто-то даже нашел похожие модели авто.
Конечно, классические машины любят многие режиссеры, но в сочетании с остальными деталями это выглядит уже не случайностью. Европейские улочки – еще один общий мотив. Лейовер пропитан атмосферой европейских городов. Париж, возможно, какие-то итальянские или испанские переулки. Ощущение, что герой гуляет там, где никто его не знает. В клипе Дженни тоже много архитектуры, которая отсылает к Европе. Узкие улицы, старые здания, мокрый асфальт, отражающие фонари. Некоторые локации фанаты даже пытались опознать и нашли сходство с местами, которые фигурировали в обсуждениях парижской главы. Конечно, съемки могли проходить совсем в другом городе или даже на павильонной площадке, но ощущение тоже. Героиня находится в пространстве, где она может быть чуть более свободной, чуть менее публичной. Винтажные фильтры – отдельная тема. И лейовер, и новый клип Дженни используют обработку, которая делает картинку чуть зернистой, чуть менее цифровой. Это создает ощущение воспоминания, а не прямой трансляции. Многие фанаты написали, что смотрят клип Дженни и будто снова слышат «Slow Dancing» или «Rainy Days». Меланхолия, легкая усталость, красота, которая не кричит, а существует. Это очень близко к тому, как Тэхён выстраивал свою сольную эстетику. Конечно, можно сказать, что Дженни просто любит винтаж и европейский вайб. Она всегда была стильной и экспериментировала с образами. Но совпадение по времени, по настроению и по конкретным визуальным решениям заставляет многих думать, что это не просто совпадение, что Дженни сознательно или подсознательно создала пространство, в котором Тэхён мог бы узнать себя, или пространство, в котором они оба когда-то существовали вместе, хотя бы в воображении фанатов. Есть и более смелые теории. Некоторые считают, что определенные локации выбраны не случайно, что режиссер или сама Дженни знали, какие ассоциации вызовут эти улицы и эти машины, что это способ сказать «я помню», и я все еще там, в той эстетике, которую мы делили, даже если делили только в фандомной мифологии. В любом случае, визуальная перекличка с лейовер стала одним из главных аргументов тех, кто видит в камбэке послание. И чем дольше смотришь на кадры, тем труднее полностью отмахнуться от этой мысли. Символизм аксессуаров, подвеска цвета и блю, и грей. Особое внимание привлекли украшения. В одном из кадров на Дженни заметили подвеску, которая до боли напоминает ту, что Ви носил во время их предполагаемого свидания в Париже. Более того, использование определенных цветов в одежде, синего и серого, фанаты интерпретируют как отсылку к знаменитой песне Тэхёна «Blue и Grey». Начнем с подвески. В фандомной истории Тенни есть несколько ключевых визуальных якорей. Один из них – украшения, которые якобы мелькали на фотографиях или в сторис. Фанаты годами сохраняли скриншоты, увеличивали, сравнивали, и вот в новом клипе Дженни появляется кадр, где на ее шее или в руках, или на столе, версии расходятся, видно украшение, которое по форме и деталям очень похоже на одно из тех, что связывали с Тэхёном. Конечно, подвески бывают похожи, дизайнеры выпускают похожие модели, но для тех, кто следил за историей, это стало почти доказательством. «Она носит это специально», писали в комментариях. Это не случайность, это знак. Не обязательно быть undercover, будто вздох облегчения или горькая констатация. Мы все равно были вынуждены прятаться. Дальше, все, что мне нужно этим летом, чуть меньше, чем любовник. В официальной версии это про свободу и отсутствие давления. В теории фанатов про принятие того, что отношения так и остались в серой зоне. Про желание вернуть то легкое, настоящее чувство, которое существовало до вспышек камер и до необходимости выбирать между личным и карьерой. Есть строки про воду, брызги, следы загара на теле, про то, как пальцы прослеживают позвоночник, про «это больше, чем похоть, но этого достаточно». Про долгую дорогу без пункта назначения. Все это легко ложится на образ побега. Двое людей, которые просто хотят быть вместе здесь и сейчас, без будущего, которое им не принадлежит, и без прошлого, которое уже стало достоянием публики. Фанаты выписывают эти строки и накладывают их на хронологию событий нескольких летней давности. Получается почти готовая история. Было лето или несколько моментов, которые ощущались как одно длинное лето. Были попытки просто побыть людьми, были вспышки папарацци, которые мешали дышать, была необходимость все скрывать. И вот теперь, спустя время, Дженни пишет песню, в которой говорит: «Все, что мне нужно, чуть меньше, чем то, чем мы могли бы быть, но даже это уже много». Конечно, эти образы универсальны. Любой известный человек может спеть о необходимости прятать чувства и о желании легкости.
Дженни как артистка знает цену публичности лучше большинства. Но сочетание конкретных формулировок с визуальным рядом, с европейскими локациями, с винтажной эстетикой и с уже существующей мифологией делает текст особенно говорящим для тех, кто хочет его так прочитать. Контекст, который нельзя вычеркнуть. Чтобы понять силу этих теорий, нужно помнить весь багаж. История предполагаемых отношений Дженни и Тэхёна — это не один пост и не одна фотография. Это годы совпадений, опровержений, намеков, тишины и новых всплесков интереса. Каждый новый релиз любого из них теперь автоматически проверяется на наличие знаков. И когда знаки находятся или кажутся найденными, реакция бывает взрывной. Оба артиста почти никогда не комментируют личное прямо. Поэтому язык метафор, цветов, локаций и недосказанных строк становится главным способом коммуникации с теми, кто умеет читать между строк. Less Than a Lover в этом смысле идеален. Он достаточно открыт, чтобы каждый мог вложить свое, и достаточно конкретен, чтобы часть фандома увидела в нем именно воспоминания. Есть и обратная сторона. Многие устали от постоянных спекуляций. Кто-то считает, что такие теории только вредят обоим. Кто-то просто хочет наслаждаться красивой летней песней и кинематографичным клипом без дополнительного слоя. Эти голоса тоже имеют право звучать, но отрицать, что релиз получился невероятно личным по ощущению, сложно, даже если личным он является только в восприятии слушателя. Заключение. Каждый видит свое. Официальных подтверждений нет и, скорее всего, никогда не будет. Каждый видит то, что хочет видеть. Для одних Less Than a Lover просто отличный летний трек о свободе и легкости. Для других зашифрованное воспоминание о лете, которое пришлось поставить на паузу. О чувствах, которые так и остались, чуть меньше, чем любовь в глазах мира, о человеке, которого нельзя было назвать вслух. Визуальный ряд перекликается с лей-овер, цвета и атмосфера вызывают blue и grey. Текст говорит о тайне, о доверии, о том, что не обязательно быть undercover и о желании вернуть хотя бы часть того настоящего. Клип заканчивается почти поцелуем и словами «to be continued». И все это вместе складывается в картину, которую очень легко прочитать как обращение. Или как закрытие гештальта, или как способ сказать «я помню». И даже если сейчас это только воспоминание, оно все еще красивое. Музыка остается музыкой, клип остается клипом, а истории, которые мы вокруг них плетем, иногда говорят больше о нас самих, чем об артистах. И в этом, возможно, и заключается главная магия Less Than a Lover. Less than a